Здравствуйте, друзья! Тело человека, каким бы совершенным с точки зрения природы оно ни было, подвержено многим болезням. Вам кажется, что вы еще достаточно молоды и ведете вполне здоровый образ жизни, но все равно почему-то порой болеете. С лечением пусть разбираются врачи, мы же сегодня попытаемся выяснить саму причину болезни. Посмотрите на 6 изображений и остановите свой выбор на одном из них. Если вы выбрали картинку под номером 1, вы ощущаете сильное напряжение, сдержанность, затруднение, неудобство, терпение, ожидание. Вероятно, в какой-то момент жизни вы оказались в ситуации, когда вам пришлось долго и изнурительно терпеть, сжимая челюсти, сдерживая свое напряжение и желание прекратить эту тягостную ситуацию, быть железным, стойким, не показывать своего настроя. Вы обросли таким же железным мышечным панцирем, который создает тяжесть во всем теле. Учитесь расслабляться, переставайте терпеть то, что вас не устраивает, или меняйте свое отношение к ситуации, если не можете поменять саму ситуацию по каким-либо причинам. Изображение роз на второй картинке связаны с эмоциями злости, агрессии, ярости, гнева, раздражения и досады. Вероятно, что внутри вас живет очень много невысказанной и невылитой в мир злости. Вы ощущаете, как огонь и ярость закипают, подкатывают к горлу, но вы не даете ей вырваться в том виде, в котором она идет. Вы обрастаете шипами, которые являют другим ироничность, язвительность, показательное веселье, за которым живет боль, раздражение и желание высказать всем то, что вы думаете. Это в теле часто выходит в виде проблем с горлом и болью в груди. Вам нужно выплеснуть свою ярость. Побейте посуду, покричите во всю мощь, займитесь интенсивной тренировкой, да даже можете покричать на своих обидчиков, если они это заслуживают. Цветы, брошенные в воду, изображенные на картинке 3, связаны со слезами, обидой, потерянностью, меланхолией, печалью, тоской, разочарованием и неоправданными ожиданиями. Вероятно, цепочка началась с разочарования. Ваши лучшие стремления, намерения и чувства были растоптаны и проигнорированы. Вами пренебрегли, отвергли, а вам и сказать было нечего. Вы проглотили эту обиду, переварили и породили на ее место тоску и печаль, и вместе с ними проблемы со здоровьем. Вероятно, с желудком, а также с дыханием, которое стало поверхностным, с вздохами и нехваткой воздуха. Советом в этом случае будет простить обиду, поработать с ней, понять, что другие люди не всегда могут соответствовать вашим ожиданиям. Практикуйте дыхательные техники, йогу и медитации. Тучи, изображенные на картинке 4, означают беспокойство, страх, неуверенность, сомнения, замешательство и панику. Вы сгущаете тучи, вполне может быть, что тучи и действительно сгущались над вами и были реальные угрозы вашему благополучию и безопасности. У вас пошатнулась уверенность в завтрашнем дне, вы ощущаете себя в подвешенном состоянии. Нерешительность и страх делают вас внешне пугливыми и шаткими внутри. Вас могут донимать панические атаки, сосудистые заболевания, головокружение. Совет: работайте со страхом. Как это не покажется банальным, но нужно идти в его сторону, постепенно, шаг за шагом, расширяя свою зону комфорта. Чем больше вы находитесь в ситуации неопределенности, тем больше энергии будет уходить. 2 белых цветка, изображенных на 5-й картинке, обозначают любовь, на которую не ответили взаимностью. Вы ощущаете беспомощность, вину, отвергнутость и сломленность. Вы страдаете из-за чувства любви, привязанности и отвергнутости. Но вы были не властны влиять на ситуацию, которую вам хотелось контролировать. Это выливается теперь уже в ваше желание контролировать другие аспекты, свои чувства, мысли, действия, других людей, чтобы не бояться непредсказуемости и отвергнутости. В теле это зачастую живет в плечах, шее, в голове. Это все выражается в боли и напряжении. Вам помогут практики, помогающие отпустить контроль, расслабление, медитации. Выбравшие картинку 6, на которой изображен забор, ощущают одиночество, депрессию, изнурение, усталость и опустошенность. Все это ведет к энергетической истощенности, к склонности быть зависимым от вредных привычек. Усталость, эмоциональное выгорание, долгое замыкание в себе
Постоянная необходимость делать что-то без желания и вдохновения. В теле это выражается в отсутствии сил, радости, в постоянном ощущении слабости и сонливости. Если вы выбрали эту картинку, вам больше остальных требуется помощь специалиста. В качестве самопомощи вам нужно отдохнуть без самокритики по этому поводу. После вам будет необходим друг, человек, который поймет, поддержит и не скажет, что вы просто ленивый. На сегодня все, друзья. Спасибо всем, кто заинтересовался и прошел этот тест. Если понравился, ставьте лайки, делитесь в комментариях, похоже ли описание на вашу проблему и на эмоции, которые вы сейчас переживаете. Подписывайтесь на канал, и вы узнаете еще много интересного. Всего всем доброго!